Привет! В мире Sims существует система здравоохранения. Значит, наши подопечные могут болеть. Поэтому в этом ролике мы рассмотрим карьеру медицинского работника, болезни и способы их лечения. Запасайтесь чаем и усаживайтесь поудобнее. В мире Sims 1 можно оказаться в серьезной беде, не выходя из дома. Да, вас не обманывают ваши глаза. Ваша драгоценная морская свинка может стать не только источником нежности, но и неприятным сюрпризом. Забавно, как увлечение милым пушистиком может обернуться настоящим медицинским детективом. А все дело в том, что если вы не уделяете достаточно внимания чистоте ее домика, то в один прекрасный момент, когда вы решите потрогать свою любимицу, она может совсем не случайно поделиться своими микробами. И вот уже начинается самое интересное. От милой зверушки до источника прогрессирующей болезни. На первый взгляд все может показаться безобидным. Но когда чихи и кашель начинают омрачать ваше симовское бытие, вы поймете, что это уже не игра. И через некоторое время вы можете оказаться в самом неприятном положении. Так что следите за своими морскими свинками. Зараза может распространиться и на других симов. Чтобы проверить это, я провела небольшой эксперимент. Один сим был инфицирован, и он общался только с одним персонажем, в то время как второй сим не имел контактов с больным. Кроме того, я продала морскую свинку, чтобы исключить возможность инфицирования от источника угрозы. В результате, после смерти заболевшего сима, у сима, который общался с ним, также начали проявляться симптомы болезни. Иначе, если не принять решительные меры, ваш сим-мир может погрузиться в настоящий апокалипсис. Чтобы предотвратить этот кошмар, держите зараженных симов в отдельной комнате. Вас ждут 3 изощренных способа спасения вашего персонажа от этой абсурдной эпидемии. Первый. Проявить здоровый эгоизм и сделать пару больничных дней, чтобы ваш сим мог немного отдохнуть. Конечно, не забудьте утешить его виртуальное «я», чтобы зараза почувствовала себя лишней и ушла. Проще простого. Второй способ, конечно, требует симолеонов. Покупка картины «Забытая свинка». Вот вам источник исцеления, который, разумеется, не обещает мгновенного спасения, но через пару часов ваш сим может вновь наслаждаться своей нормальной жизнью, не думая о близкой смерти. Ну и, наконец, третий способ – изготовить зелье. Это, безусловно, самый сложный путь, ведь потребности вашего больного сима снижаются с каждой минутой, а иногда вы просто не успеваете приготовить лекарство, и ваш сим умирает. Однако бывает и удача. Сим делает белое зелье и успешно избавляется от болезни. Правда, после этого он может вновь чихнуть. Зараза. Находясь в отпуске, не забывайте следить за гигиеной вашего сима. Ведь грязные руки и необузданный аппетит на шведском столе могут стать причиной неприятного путешествия – пищевого отравления, известного как месть Монтесумы. Хотя это заболевание не является смертельным для вашего сима, оно точно сведет на нет все его планы на отдых. Чтобы избавиться от постоянного желания посещать уборную, просто следите за гигиеной и немного потерпите. Ведь кто-то же должен остаться в памяти этого путешествия как храбрый борец с бактериями, не так ли? Даже наши неутомимые трудяги иногда должны помнить о необходимости отдыха. Ведь даже самая известная звезда может так увлечься работой, что не заметит, как его психическое состояние начнет ухудшаться. Постоянные провалы на киноплощадках и неудачные фотосессии могут привести к катастрофическим последствиям. И вот ваш сим начинает плакать, сжимает колени и успокаивающе бормочет что-то под нос. Нервное расстройство требует лечения отдыхом и покоем. Помните, даже самые яркие звезды иногда нуждаются в покое. Понятно, что в Sims 1 карьера медицинского работника не предлагает много интересных возможностей для игрока, так как Сим просто отправляется на работу и больше ничего не происходит. Давайте оставим эту карьеру за скобками.
В мире Sims 1 вашим персонажам нигде не укрыться от возможности заболеть, будь то дом, работа или заслуженный отпуск. Не стоит рассчитывать на врачей или волшебную таблетку, потому что здоровье ваших симов полностью зависит только от вас. В мире Sims 2 иммунитет моих персонажей оказался настоящим испытанием. Пытаясь заразить их простудой, я подвергла их различным экстремальным ситуациям. Рыбалка в купальных костюмах, игры на морозе, создание снежных ангелов и снеговиков. Но, как ни странно, они оказались удивительно стойкими и невосприимчивыми к вирусам. Мои симы прошли через все мои пытки без единого проявления простуды. После таких экспериментов мне не оставалось ничего другого, как создать 8 подопытных и поселить их на пустой участок, где были только самые необходимые предметы. К несчастью, в ходе моих исследований я потеряла 2 из них случайным образом. Долго я наблюдала, как мои бедные симы мучаются в таких невероятно тяжелых условиях для жизни, и, наконец-то, я получила первый результат. Через 4 дня образец под номером 6 заразился. Затем эта зараза быстро начала распространяться между другими образцами. Поэтому держите инфицированного сима подальше от здоровых. Игра, конечно же, уведомит вас, когда ваш сим заболеет, и посоветует отдых как основной способ борьбы с болезнью. Зараженные симы начнут чихать и кашлять. Некоторые образцы могут выздороветь даже без вашего активного вмешательства. Однако сильно простуженные симы могут заболеть пневмонией, а симы, находящиеся в критическом состоянии, могут умереть от приступа кашля. Постепенно количество моих болванчиков уменьшалось, что свидетельствовало о том, что обычная простуда может перерасти в серьезное заболевание. Ваши неряшливые симы могут привлечь в дом нежеланных гостей – тараканов, когда беспорядок становится основным декором. В такие моменты все симы-бездельники превращаются в охотников за этими нежелательными насекомыми. Однако вот и подстава. Эта борьба с тараканами может привести к болезни симов. Вы получите уведомление о заражении вашего сима гриппом. Симптомы болезни, такие как усталость и кашель, будут налицо. Следите за чистотой в доме, ведь такой беспорядок и грязь могут привести к неприятным последствиям. Персонажи, увлеченные наукой, имеют шанс воспользоваться домашней лабораторией, которая выдается в качестве награды за высокую должность в области науки. Это устройство предоставляет возможность создавать лекарства, пригодные для продажи. Однако симы с высоким уровнем логики могут случайно создать и вирус, который, как оказывается, абсолютно бесполезен. Единственное, что они могут сделать, это выбросить его. Но однажды что-то идет не так, и вместо лекарства сим создает новое биологическое оружие. Этот неизвестный вирус проявляется в виде тошноты. Скорость передачи вируса настолько высока, что как только вы нарушите личные границы другого персонажа, тот моментально заболеет. Таким образом, вы можете заразить весь городок, что может означать гораздо больше, чем просто медицинская проблема. Болезнь можно подхватить не только дома, но и на работе или в школе. Как только ваш персонаж заболеет, вы получите уведомление о его простуде и необходимости отдыха. Все эти болезни можно победить несколькими способами. Первый способ. Для тех, кто предпочитает лениться, это просто ничего не делать. И если повезет, ваш сим чудесным образом выздоровеет сам. Второй способ – устроить вашему симу настоящий отдых дома, освободив его от работы и школы. Третий способ – при наличии домашней лаборатории создать лекарства. Но будьте осторожны, ваш персонаж с низким навыком логики может как помочь, так и усугубить ситуацию, создав еще одну заразу. Четвертый способ – приготовление апельсинового сока. Посадите дерево, ухаживайте за ним, соберите плоды и воспользуйтесь соковыжималкой. Пятый способ подходит симам с жизненной целью «семья». Им откроется рецепт бабушкиной ухи, приготовление которой сразу же вылечит больного сима.
Такие простые методы помогут вашим симам избавиться от упомянутых болезней. Даже ваш работодатель проявит заботу о вашем здоровье. Просто позвоните начальству, скажите, что вы заболели, и вам предоставят выходной. В мире Sims 2 среди подростков часто встречаются неприятные явления – акне. Проклятые прыщи и угри, которые не удается скрыть даже под слоем косметики. Но не все потеряно. Игра предлагает уникальное решение в виде специального крема от акне. Просто нанесите его на проблемные участки кожи, и постепенно лицо ваших симов снова станет сиять чистотой и здоровьем. Зараза. Некоторые симы становятся настолько одинокими, что их шкала одиночества краснеет, словно помидоры. Вследствие отсутствия общения сим начинает постепенно терять рассудок. И тут с небес падает социальный кролик. Бедный кролик выглядит очень потрепанным, грязным и с одним печальным глазом. Остается только догадываться, что с ним вытворяли другие симы. Ведь с этим NPC можно делать все, что угодно. Разговаривать, целовать или драться. Такой кролик будет виден только одинокому симу, в то время как прохожие симы будут крутить у виска, глядя на такое представление. Каждый одинокий сим получит своего персонального социального кролика. Этот необычный терапевтический кролик – ваш идеальный спутник, помогающий симам сохранить рассудок в их виртуальной реальности. Несбывшиеся мечты и желания могут потрясти психическую устойчивость вашего сима. В результате такого потрясения больной сим начинает находиться в довольно интересном состоянии. И вот в этот момент появляется наш специалист, психиатр, которого видит лишь ваш пациент. Доктор выполняет свои манипуляции, оценивает состояние, делает жесты, вертит голову, и каким-то волшебным образом сим приходит в себя. Больной в знак признательности пожимает руку психиатру, а тот, словно Мэри Поппинс, летит к другому пациенту, готовому к лечению. По итогу ваш сим остается со своими недостижимыми мечтами, но хотя бы в здравом рассудке и с открытыми глазами на мир. Испорченная еда – это настоящее испытание для желудка вашего персонажа. Отравление, периодическая тошнота, спазмы желудка и, конечно же, срочные походы в уборную – вот что ожидает вашего сима. Потребности будут падать стремительно, поэтому важно предоставить персонажу достаточно отдыха и здорового питания, чтобы вернуть его к норме. А что касается симов женского пола, то неудивительно, если им тоже станет тошно, но не от болезни, а от беременности. Хотя о чем я? Мужчины в Sims 2 после похищения инопланетянами тоже могут испытывать подобные симптомы. Путешествуя по общественным участкам, вы можете встретить персонажей в грязной домашней одежде. Вы частенько сможете наблюдать, как они страдают метеоризмом или делают отрыжку. Вы можете подумать, что бедные симы больны, но на самом деле это обычные неряхи, которые не следят за собой. Карьера медицинского работника обещает не только регулярное дежурство и развитие профессиональных навыков, но и специальные привилегии в виде бонусов карьерного роста. Например, медицинский работник может получить в свои руки домашнюю операционную, вскрытие покажет от компании «Травмапункт». Такие навыки вскрытия симов способствуют развитию навыка техники. А если вы предпочитаете науку, работающий в этой области может заслужить себе собственную домашнюю лабораторию. Но не только медицина предлагает интересные возможности. Из мира шоу-бизнеса можно получить хирургический стол доктора Ву. Вот тут-то и начинается веселье. Симы, которые недовольны своим внешним обликом, получают шанс изменить рот, глаза, скулы и многое другое. Однако, как всегда, есть небольшой риск, что в результате произойдет нечто неожиданное, и новый внешний вид будет далек от ожидаемого. В мире Sims 2 предостаточно разнообразных болезней, чтобы ваш сим мог заболеть. Но не стоит паниковать. Медицина не засыпает на ходу и постоянно развивается.
Так что независимо от того, что случилось, физическое и душевное благополучие ваших симов всегда можно восстановить. В мире Sims 3, как и в реальной жизни, вашим персонажам грозят не только радости, но и болезни. Простуды и другие неприятности могут подстерегать их в любое время года, добавляя немало хлопот в вашей игровой рутине. Как и в реальности, больной Сим будет чихать и кашлять, распространяя свои бактерии на окружающих. И не стоит думать, что от болезни можно просто так отмахнуться. Без достаточного отдыха и заботы о себе мудлет болезни будет продолжаться, мешая вашим планам и добавляя реалистичности в игровой процесс. Даже любители мороженого не застрахованы от неприятных последствий этой вкусной сладости. После нескольких порций мороженого у Сима появляется мудлет, замороженный разум. Но это не помешало ему съесть еще парочку, и в результате он заболел. Помните, что все хорошо в меру, и не жадничайте. Я также подумала, что излишнее употребление сладкого льда может повлиять на здоровье Сима. Я целые сутки кормила своего Сима этой холодной сладостью. Он успел прибавить в весе, но так и не заболел. Зимой в Sims 3 вы не просто рискуете подхватить простуду, но и имеете уникальную возможность укрепить свой иммунитет. Просто отправьте своего персонажа купаться в океан, и он станет членом клуба «Белый медведь». Это не только весело, но и способствует укреплению его здоровья. В мире Sims 3 наконец-то появились больницы. Это означает, что ваши симы могут получить все необходимые медицинские услуги и избежать мук болезней. К тому же осенью и зимой у них есть возможность сделать вакцинацию от гриппа всего за 200 симоленов. Ведь, как известно, здоровье наших персонажей стоит гораздо дороже. Беременные симы теперь могут обратиться за медицинским советом в больницу. Однако будьте готовы к тому, что полезной информации вы не получите. Медицинская сфера в мире Sims продвинулась вперед, и теперь рожать можно не только дома, но и в больнице. А если ваш беременный Сим знаком с врачом, то этот врач может даже сказать пол ребенка. В больнице Sims 3 теперь работают и пластические хирурги, готовые преобразить ваше тело или лицо до идеальной формы. Здесь предлагаются операции как недорогие, так и дорогостоящие. Естественно, всегда есть риск, что и дорогие операции могут пройти неудачно, но у дешевых этот шанс значительно выше. Но даже если вместо опытного хирурга на операцию попал обычный пациент, не беспокойтесь, вам предоставляется возможность исправить ситуацию, сделать коррекцию, и врач вернет ваш прежний вид. Любители природы в мире Sims могут не удержаться от красивых цветов, которые встречаются на каждом шагу. Они могут либо наслаждаться видом цветочков, либо сорвать их. Однако, если вы решите украсить свой дом дикими цветами, не удивляйтесь, если у вашего Сима появится аллергия. Персонаж может получить соответствующий мудлет и время от времени начнет чихать от пыльцы. Но не отчаивайтесь. В больнице вы можете сделать укол от аллергии всего за 200 симоленов. И благодаря этому уколу ваш персонаж будет иметь иммунитет к диким цветам в течение одного сезона. В мире Sims 3 путешествие во времени — это не только захватывающая приключенческая возможность, но и некоторые нежелательные последствия. После использования временного портала ваш персонаж может испытать тошноту, но гораздо более опасно это заболевание временного парадокса. Вначале настроение вашего Сима может немного испортиться, но через 4 часа он будет чувствовать себя на грани существования, иногда пугаясь своего состояния. Через 24 часа персонаж начнет сомневаться в собственном существовании, а его тело даже станет на мгновение прозрачным. Если не принять меры, то в конечном итоге он просто исчезнет. К счастью, медицина в Sims 3 значительно продвинулась, и это странное заболевание можно вылечить в обычной больнице, причем абсолютно бесплатно.
У персонажей с чертой характера нестабильный иногда утром может начаться день не с самой лучшей ноты. Чтобы избежать приступов постоянно меняющегося характера, необходимо обратиться в больницу. Там таким особенным персонажам быстро окажут медицинскую помощь, помогая им вернуть стабильность и равновесие. Злые колдуны и ведьмы в мире Sims могут накладывать различные проклятия, в том числе и такие, как чума. Вначале жертва будет чувствовать недомогание, но спустя 24 часа появится чумной мор, который выбьет Сима из колеи. Это крайне заразное заболевание, и окружающие неминуемо также заболеют. Следующие 2 дня будут настоящим апокалипсисом для персонажа. Но если набраться терпения, через 2 дня у Сима появится иммунитет. Симы могут испытывать тошноту по многим причинам. Приготовьтесь загибать пальчики. Среди симов женского пола не редкость утренняя тошнота, и им лучше держаться поближе к уборной. С течением времени станет понятно, что это может означать одно – пополнение в семье. Испорченная пища также может оказать неприятное воздействие на желудок Сима, и тошнота не заставит себя ждать. Даже уличная еда может доставить немало дискомфорта и вызвать пищевое отравление. Кто же в самом деле следит за чистотой в фургонах с едой? Симы-вегетарианцы будут с ужасом поедать мясные блюда. Это вызовет не только тошноту, но и глубокое отвращение. Опасный драгоценный камень Тиберий может принести с собой негативный мудлет – тошноту, если он хранится в багаже вашего Сима. Изобретательные Симы могут создать полезную вещь для дома – напольный гигиенатор. Однако такое устройство, несмотря на свою полезность, может вызвать тошноту у его пользователей. Желудок обычного Сима не воспримет кровавый сок, который предназначен для вампиров. При попытке смешивания эликсиров Сим может неудачно провести эксперимент, что приведет к неприятным последствиям. Начнется тошнота от паров химической лаборатории. Участие в конкурсе по поеданию хот-догов может оказаться настоящей пыткой для неподготовленного желудка Сима. Некоторым Симам даже травяные чаи могут быть не по душе и вызвать неприятные ощущения. В игре также существует морская болезнь, которая может затронуть некоторых Симов. Полеты на реактивном ранце заставят всю пищу в желудке колыхаться так сильно, что новички неизбежно столкнутся с тошнотой. Конечно, в мире Sims существует аллергия на чеснок, особенно у вампиров, которые его не переносят. Если вампир все же решит попробовать чеснок, его ожидает тошнота и дискомфорт. Карьера врача в Sims 3 представляет собой захватывающее приключение. Для продвижения по службе необходимо развивать навык логики и быть в курсе последних медицинских исследований. В больнице можно не только трудиться, но и расслабиться, посмотреть телевизор или пообщаться с коллегами. Однако, если ваш персонаж заядлый трудоголик, то по мере продвижения по службе вы осознаете, что карьера в медицине занимает практически все ваше время. Ведь срочные вызовы в больницу и дежурство требуют вашего внимания. Отдыхая в общественных местах, может возникнуть непредвиденная ситуация. Какому-то Симу станет плохо. И как здорово, что вы, врач, окажетесь в нужном месте в нужное время. Ой, как удобно. Продиагностировав Сима, вы сможете помочь ему. Более опытные врачи могут в свободное время обследовать пациента по телефону или принять вызов на дом. На работе иногда появляется возможность участвовать в социальных программах, таких как проведение семинара в кафе или полицейском участке о правильном подходе к здоровью, или отправиться на участок, чтобы провести вакцинацию населения. Есть один нюанс. Не болтайте с пациентами, иначе не успеете всех вакцинировать. Изредка возникают довольно экстремальные предложения. Например, пожертвовать почку, чтобы получить прибавку к зарплате. В мире Sims все может случиться. Врачи в Sims могут подрабатывать на стороне и испытывать на себе или других
экспериментальное лекарство, но результаты могут быть разными. У Сима может закружиться голова, и он потеряет сознание всего на пару минут. Есть одна хитрость, которая поможет избежать болезни. Это использование наград, которые можно приобрести за баллы счастья. Например, вы можете наградить своего Сима крепким желудком, и он никогда не будет страдать от тошноты и морской болезни. Профессиональный поедатель превратит его желудок в бездомную яму, избавив от тошноты и переедания, а также увеличит его шансы на победу в соревнованиях по поеданию еды. Портальный иммунитет предотвратит побочные эффекты путешествий во времени, а супериммунитет защитит от болезней, тошноты и аллергий. Управление настроением поможет разгрузить моральное здоровье, избавив от плохих чувств. Возможно. Sims 3 еще больше расширил границы болезней для наших подопечных. Теперь болезни выходят на новый уровень, от различных видов тошноты до футуристических временных парадоксов. В этом мире не все лечится постельным режимом. Некоторые болезни заставляют обращаться в больницу, такие как состояние нестабильности или сезонная аллергия. Доктора больше не просто ходят на работу, но и помогают окружающим в трудные минуты. Такое разнообразие неприятных сюрпризов в виде различных болезней добавляет игре еще больше интереса к геймплею. Я и сама залипла именно в Sims 3. В мире Sims 4 медицина вышла на новый уровень. Теперь медицинская карьера стала доступнее для игроков. Вы сами можете стать доктором и вступить в непосредственный контакт с вашими виртуальными пациентами. Это означает, что вам придется лично заняться лечением больных. Ну что ж, давайте рассмотрим эту карьеру поближе. В этом виртуальном мире существует больница, но она предназначена для врачей, не для пациентов. На старте вашей карьеры вам не придется сильно уставать, скорее наоборот. Вам придется побеспокоиться о миллионе других мелочей, попивать кофе, развлекать пациентов, угощать их едой, раздражать других сотрудников, убирать загадочные лужи, застилать кровати, читать медицинские исследования, калибровать аппаратуру. В общем, это такое краткое введение в профессию доктора в Sims 4. Продвигаясь по карьерной лестнице, вашему Симу предстоит принимать новых пациентов и направлять их на койку для медосмотра. Ваши обязанности будут включать осмотр пациентов, взятие мазков и анализ, измерение температуры, проверку глаз и ушей, назначение лекарств, выполнение рентгеновских исследований и тестов на беговой дорожке, а также общее обследование тела. С увеличением опыта вы можете добавлять результаты своих исследований в медицинский журнал, что поможет вам в развитии вашей карьеры в мире медицины Sims. После повышения ваш Сим-доктор может ставить диагноз. После всевозможных обследований пациента вы сможете предположить диагноз, причем его точность будет зависеть от количества проведенных обследований. Некоторые из них могут оказаться излишними, но попробовать всегда стоит. Не забывайте уделять внимание пациенту, чтобы не получить выговор от начальства. Ведь если диагноз будет поставлен неправильно, то вы рискуете столкнуться с побочными эффектами, как в моем случае это сон младенца. В мире Sims 4 существует целых 8 болезней. Озноб, его симптомы, лихорадка и мелкая сыпь, ламовый грипп. Симптомы: лихорадка, боль в животе, чихание, кашель и мелкая сыпь. Раздутая голова, лихорадка, пар из ушей, головная боль. Эти 3 болезни лечатся самым простым уколом в руку. Идем дальше. Лучистые глаза, галлюцинации, головокружение и спиралевидные пятна. Ветры и смешки, глупый смех, боль в животе и пятна в форме полос. Для таких болезней эффективным лечением является лекарство. Переходим к последним 3 болезням. Жжение в желудке. Его симптомы:
лихорадка и боль в животе, зуд пломбоба, смех, зуд, мелкая сыпь и пятна в форме полос, тройная угроза, чихание и кашель, звезды и мелкая сыпь и спиралевидные пятна. Это более серьезные заболевания, для которых необходима операция. Работа доктора в Sims 4 — это настоящий круговорот безличного времени. Да и про обед забудьте. Пациентов всегда множество, все болеют одновременно, и регистратура просто теряется в этом потоке. Иногда даже симы уходят, не дождавшись своей очереди на лечение. И это еще не все. В разгар рабочего дня могут возникнуть экстренные ситуации. Например, срочная обработка образцов с грифом «секретно». Или, к примеру, в больницу внезапно приходит персонаж и падает в обморок, и только голос врача способен разбудить больного, чтобы они вместе отправились в операционную. Но наша жизнь в Sims 4 еще более захватывающая. Иногда возникают ситуации с кодовым названием «Арбуз», когда доктор должен бросить все дела и принять роженицу. И что же, иногда случаются экстренные вызовы на дом, когда я телепортируюсь на жилой участок, осматриваю пациентов и раздаю каждому бутылочку лекарства. Но никогда не забывайте о действительно экстренных ситуациях, таких как эпидемия, когда меня могут перенести на другой участок, и по иронии судьбы эпидемия появилась на экологически грязном участке. Всех больных симов я буду будить голосом и ставить им прививки. В мире Sims 4 каждый пациент — это целая история. И кто-то, конечно же, мог не прикрыть рот, когда чихал. И вот уже мой сим-доктор заболел. Чувствуется дискомфорт, а потребности уменьшаются быстрее, чем обычно. Обычно заболевшие симы, конечно, предпочитают лечиться дома, прибегая к апельсиновому соку, вкусному чаю, отдыху или лекарствам, чтобы восстановить свое хрупкое здоровье. Однако, если сим случайно выпьет бутылочку лекарства без необходимости, то ему придется испытать на себе не самые приятные чувства. Даже выздоровевшие пациенты могут иногда остаться загадкой, ведь кто знает, может быть, они действительно еще не совсем поправились, если уходят домой в больничной одежде. Или может это просто какой-то новый тренд? В области медицинской карьеры открываются интересные возможности для взаимодействия с другими симами. Например, вы можете давать советы по медицине, и они не всегда должны быть правильными. У доктора развивается УЗИ зрения, и они с высокой точностью определяют пол будущего ребенка. А особо обаятельные доктора могут измерить температуру любви. Постоянное общение с больным и продвижение по карьерной лестнице награждается дополнительным бонусом — иммунитетом к заболеваниям. Карьера доктора в Sims 4 — это настоящее приключение, где пациентов всегда много, а чрезвычайные ситуации выбивают вас из колеи. Но кто же будет спасать симов от болезней, если не вы? В мире Sims 4 обычные персонажи могут заболеть в любой момент. Но кроме обычных болезней существуют и более интересные проявления недугов, которые делают игровой процесс еще захватывающим. Тошнота — это одно из наиболее часто встречающихся состояний. Самым частым ее проявлением является испорченная еда, которая никак не переваривается в желудке сима. Утренняя тошнота — это не только привилегия женщин. Даже мужчины могут иногда подозревать, что что-то не так с их желудком. Даже снадобья могут играть в двойственные игры. Они могут как вылечить, так и вызвать тошноту. Ресторанная еда может оказаться не такой уж и безопасной. Вернувшись домой, ваш сим может понять, что заработал пищевое отравление. Но не отчаивайтесь. Можно позвонить в ресторан и пожаловаться на некачественную еду. Кровавый плод для обычного сима будет не по вкусу, как и для вампира чеснок. Вегетарианцы и симы, страдающие от непереносимости лактозы, могут испытывать желудочные проблемы при употреблении мясных и молочных блюд соответственно. От острой пищи сим может испытывать изжогу.
Особо голодные персонажи могут попробовать съесть еду для питомцев, но они вряд ли получат от этого удовольствие. Любители шалостей могут испортить грандиозное блюдо, и вряд ли желудки симов будут такому рады. Сим с чертой «Дитя океана» будет испытывать неприятные ощущения при поедании рыбы. А привередливые симы действительно очень особые персонажи, ведь их тошнит от насекомых, грязи и рыбалки. В общем, это очень большой список. Даже в отпуске вас подстерегают опасности. В лесных чащах вас поджидает зуд, а в джунглях вы можете не только отравиться, но и умереть от яда. В Sims 4 есть города, в которые лучше не заходить просто так, иначе можно стать одержимым. Здесь зараза витает в воздухе, поэтому местные ведут себя очень странно. В Стрэнджвилле царит полная эпидемия, от которой, конечно, можно избавиться, если хватит сил победить материнское растение. Квартиры, требующие ремонта, будут постепенно отравлять жизнь Сима. Ведь ничто не портит настроение так, как проблемы с жильем. Грызуны – это источники инфекций, поэтому следите за их чистотой. В противном случае существует большая вероятность заражения мышиным бешенством. В Sims 4 нам наконец предоставили возможность попробовать себя в роли врача, спасать симов от непонятных болезней и ставить неправильные диагнозы. Бедные симы могут заболеть различными недугами, отравиться во время отпуска или даже заболеть из-за своих домашних питомцев. В каждой последующей части Sims разработчики добавляли интересные механики работы доктора и заболеваний симов, поэтому следуйте главным правилам. Мойте руки, пейте талую воду, ешьте больше фруктов и овощей, ставьте уколы доктору, делитесь болезнями в комментариях, подписывайтесь на кролика, делитесь донатами, если вам понравился этот ролик. Но если ваш чай еще не выпит, то у меня есть что предложить вам. Спасибо за просмотр. Пока!